Всем привет, YouTube канал Польза.нет. Запомните, iQOO Neo 10 ни в коем случае нельзя топить, как и iQOO Neo 10 9s Pro Plus, который у меня утонул. Идем топить. Так, этот мой приступ глупости, он буквально на 10 секунд, но мы увидим, во всяком случае, гипотетически, если вы утопите его, придет ли ему конец сразу или нет. Да, приходит конец, видите? Из динамика идет пузырек. И у меня обычно так и кирпичиваются айкушки. Кратко так не делать ни в коем случае. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Но сейчас у меня сделать это не особо получится, и сейчас объясню почему. Вот смотрите, это iQOO Neo 10. Разумеется, он не должен был пережить утопление. Если бы я подольше его подержал под водой, а не эти 3 секунды, тогда бы ему пришел конец, как и Neo 9s Pro Plus, который в принципе был потом реанимирован, но все равно. То есть мы запоминаем, что этот суперский смартфон за 300 с копейками, вообще $300, даже чуть-чуть дешевле, с 144 герцами экрана, суперским процессором Snapdragon 8 Gen 3. Да, у нас есть уже Elite, но это чуть-чуть другая история, пока идеальных я не видел. То есть это самый оптимальный по мне из мощных процессоров сейчас. Помимо этого он может снимать волшебные 4К 60 FPS на основной модуль, и пусть даже фронталка у него 1080p 30 FPS, вы увидите, какую картинку он выдает по сравнению с Xiaomi 14T. И будете, мягко сказано, удивлены. Если говорить о зарядке, заряжается он за 35 минут. Если говорить о съемке, он может снимать, вот как раз про автономность, почти 5 часов в 4К 60 FPS. Помимо всех этих плюшек, мы тестировали его, разумеется, с вами на канале Польза Стрима. Посмотрите, 3 часа я в него играл, гонял в тесты, он прошел их волшебно. На Польза Лайв будет еще обзор одним кадром. Примеры фото можете скачать в моей личной телеге. И да, с фотографиями он звезд с неба с одной стороны не хватает. С другой стороны, по соотношению цена-качество, как мы знаем, вот эта вот линейка всегда цвет, блеск, красота. И что они смогли с этими флагманскими элементами, и здесь чуть-чуть до флагмана реально не хватает. И что здесь есть? Спойлер, здесь есть обходная зарядка. И, как говорится, игроки как минимум будут рады. Да и не только игроки, если вы собираетесь часами смотреть какой-то контент, почему бы не подключить его через обходную. С другой стороны, решать вам. Смартфон как минимум интересен. Смотрите, камера запотела, то есть так не делаем все-таки. Как только вы опускаете в воду, сразу туда попадает влага. Девайсу, да или нет, узнаете в конце. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в упаковке, выполненной в черном цвете, с названием и краткими характеристиками модели. Упаковка хорошая. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый обыкновенный чехол, краткое руководство, блок питания на 120 Вт с китайской вилкой и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты, карту памяти запихать сюда нельзя. Весит смартфон 207 граммов, а габариты составляют 163 на 75 на 8,5 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать имя в Телеграме, и вы автоматически в розыгрыше. Разумеется, подписаться на Телеграм-канал скидок. В прикрепе мой Телеграм-канал, кстати, с промокодами НАЛИ, все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Переходим к обзору. Приобрести данный девайс можно в черной и белой расцветке, а также в белой с оранжевой вставкой с одной из сторон тыльной части. Внешние изменения по сравнению с прошлой 9-й линейкой небольшие, но они есть. Изменили форму блока камер, теперь это прямоугольник с закругленными краями. Смарт выглядит интересно, собрана модель хорошо, но рама пластиковая, к сожалению. Защита от влаги и пыли не заявлена, но по мне она, наверное, где-то IP54. Вначале вы видели, как я его чуть-чуть притопил. Это делать нельзя, айкушки тонут только в шум. По эргономике все довольно неплохо, грани прямые, но тыльная часть имеет закругление к краям корпуса. В руке смартфон лежит комфортно, но есть ощущение, что что-то не так, чуть-чуть, опять же у меня. Где-то как-то они не доработали, слишком прямые грани. Хотя, опять же, здесь все вкусовщина, и, скорее всего, вы все равно будете носить его в чехле. На корпусе расположили стандартную кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, к сожалению, микрофоны, ИК-порты, динамики. Мини-джек под наушники не завезли. Стерео неполноценный, перекос заметный, но его можно регулировать, как и во всех айкушках,
окошках в меню, в специальных возможностях между левым и правым каналом, но опять же от этого пострадает громкость. Функции для персонализации звука есть, но кастомного эквалайзера, к сожалению, они все еще не заводят, только 4 пресета. Линейный вибромотор по оси X тактильно приятный, настраиваемый, плюс есть поддержка 4D вибрации для игр. Список небольшой, он увеличивается, но самое главное для нас есть PUBG и Genshin. Притом в Genshin почему-то странно вибрация отрабатывает, не всегда. Но в целом все круто. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED LTPO 8T дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей и частотой обновления экрана от 1 до 144 Гц. Но 144 Гц доступны по большей степени в китайских только приложениях, либо в приложениях для тестирования. То есть, если обратить внимание, в каком-нибудь Geekbench или 3D Mark он показывает 144 Гц, а в системе, к сожалению, нет. В системе он показывает просто стабильно 120 Гц. Понятно, что экран LTPO иногда 1 Гц, но 144 вы не увидите, даже при прокрутке. Может быть, они это потом заведут. Соотношение сторон экрана 20 к 9, соотношение экрана к корпусу 94,17%, экран плоский, рамки не громадные, как и подбородок, но он есть. Плотность пикселей субфлагманская 452 ppi, пиковая яркость по моим замерам 1500 люксов, так же, как и на 100% яркости, если измерять радексом. В случае измерения же прибором ТКА, то на 100% яркости экран выдается 1200 люксов, в пике 1500. Есть поддержка HDR10+, полноценной технологии Always On Display и функции шим-затемнения до 4320 Гц. Есть еще отдельно шим-затемнение в меню, но по факту мы на стриме пробовали. При ее активации шим даже больше. Показатели шима при измерении прибором ТК поднимаются до 30%, что отличный результат, и глаза от экрана не устают. Сенсорный отклик в играх хороший, как и в повседневном использовании. Но при нагрузке смартфон может нагреваться, тыльная часть и экран до 43 градусов, и вы примерно понимаете, что еще чуть-чуть и уже руки потеют. Руки потеть начинают через минут 15 в том же Геншине, и отклик становится хуже. А так сенсорный отклик волшебный, пока смартфон холодный. Мультитач на борту, и на 10 касаний он одновременно откликается без труда. Разблокировать экран можно при помощи ультразвукового 3D-сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, функции распознавания лиц стандартными способами, а также есть комбинированный способ разблокировки. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя. Летим дальше. Установлен здесь Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой 3,3 ГГц. Графический процессор Adreno 750, а также стандартный есть чип Q2 для улучшения игрового процесса. В целом, по характеристикам, пока мы имеем копию модели Neo 9S Pro Plus и все, только новее. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 ГБ, внутренняя память UFS 4.1 на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Притом очень странно, что UFS 4.1 показывает всего 177 тысяч баллов в Antutu тесте памяти, потому что это мало для нее. То есть может быть и не 4.1, как они заявляют. Или они что-то перехимичили. Интерфейс OriginOS 5 на базе Android 15 версии, Google сервисы, разумеется, на борту, как и русский перевод, но оповещение необходимо настраивать. И русский язык где-то с странными переносами, точнее, абсолютно в каких-то местах бездуховно все переведено. Но понятно. Далее, по связи смартфон поддержку имеет Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. 7-й Wi-Fi при гигабитном интернете просто летает. Я показывал на стриме, как быстро он Warzone закачивал. Для 4G сети Band 7 и 3 на борту, вот 20-го нету. Помним, что у китайских смартфонов с агрегацией частот могут быть проблемы, а 20-й Band это про маленькие города, совсем маленькие, или деревни, или дачи. Но можно посмотреть покрытие. Датчик приближения работает корректно, он здесь, скорее всего, физический. Запись разговора есть и без уведомления о начале записи, так как это китайская версия смартфона и вряд ли будет она в глобалке. Bluetooth чип версии 5.4 и аудиокодеков на борту хватает. NFC смартфон поддерживает и MirPay встает без проблем. GPS двухчастотный, тест в городских условиях показывает точность до 3 метров и работает отлично. Далее, емкость аккумулятора 6100 мАч. В PC-марке смартфон выдает 8 часов 46 минут, Work Performance 14479 баллов. Смарт поддерживает быструю зарядку до 120 Вт, но беспроводной зарядки и беспроводной реверсивной, разумеется, здесь нет. Заряжается он от 0 до сотки у меня за 35 минут, может еще раскачается, но опять же батарея космос, и хотя он выдал всего 8 часов 46 минут, чтобы вы понимали, в PUBG обычном при 90 FPS 14% в час поедает всего. В YouTube 3% по Wi-Fi, на 100% яркости уходит. Если посмотреть, как мы в Гену играли или Warzone, его поедание в час до 20% в играх, это, конечно, вау. То есть он 8 часов 46 минут гонял как? При 144 Гц и максимальной яркости. Здесь просто смартфон не сбрасывал яркость вообще. Плюс по
автономности в съемке в 4К 60 FPS он снимал 5 часов. Сколько он снимал и как он сбросил или не сбросил FPS, можете посмотреть в моей телеге личной. Я скидывал скрин, но почти 5 часов почти никто не снимает, тем более на 8 Gen 3. Молодец он. Тротлинг-тест проходит следующими результатами. Максимально 500 гипсов, в среднем 402 гипса на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 выбивает 2241 балл, в мультикоре 6833, в GPU-тесте 14623. Сколько он выбивает в 3D Mark, в Antutu вы видите сами. В Antutu, к слову, при 3 прогонах на пользу стрима, когда мы его гоняли, все 3 раза он показывал больше 2 миллионов, и это очень круто. А Storage Test показал довольно странно скромные для этого типа памяти, которая заявлена 177 тысяч, но опять же их с головой. Стресс-тест прошел смартфон не очень, результаты вы видите на экране, но как есть. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony IMX921 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.9 и максимальным доступным разрешением для видеосъемки 8К 30 FPS, а также есть 4К 60 FPS и ниже. Сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2.2, углом обзора в 119 градусов и цифровой стабилизацией, грубо говоря, затычка. Фронталка на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в круглом вырезе. Максимальное у нее разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. По камерам все по-старому, я сравнивал данную модель со смартфоном Xiaomi 14T, потому что плюс-минус ценовая категория одинаковая. В сравнении основных сенсоров все неоднозначно, так как по цветам iQOO более натурально отрабатывает, при зуме также у него детальность выше. Но 14T выдает плавнее изображение, а также у него меньше фризов. По фронтальным сенсорам также дела обстоят. iQOO хоть и имеет плохое разрешение всего 30 FPS, но изображение более натуральное, местами детальнее. У 14T картинка крашеная и улучшенная за счет алгоритмов. Это прям сильно бросается в глаза. Плюс у iQOO можно переходить с фронтального сенсора на основной и наоборот, только, разумеется, в 1080p 30 FPS. Не забываем, что если вы тестируете смартфон или вообще его используете, нужно отключать автоматическую подстройку частоты. Желательно. Можете этого и не делать, но результаты будут очень разные. Так, на Xiaomi 14T отключен HDR, и вот так примерно вы сможете снимать. Сейчас, кстати, у Xiaomi 14T намного темнее картинка, чем у iQOO, но iQOO я вижу, что прыгает баланс белого довольно прилично, и вот так в движении вы сможете снимать на эти два смартфона в, опять же, идеальной обстановке здесь, то есть солнца слишком много нет, и слишком много нету, опять же, наоборот, света хватает. Вот так X10 и X6, допустим, если сравнить. И в этом смысле, наверное, выигрывает однозначно непонятно кто, потому что у iQOO шумов, а у Xiaomi все пиксельное. X1, ну так. Фронталку особо долго мучить не хочется. Почему? Потому что у iQOO она 1080p 30 FPS, и вам вполне возможно ее будет достаточно. У Xiaomi тоже идеальную фронталку не назвать, но, разумеется, по динамическому диапазону она ушатывает, и по детализации, и по всему остальному тоже, к сожалению, для Xiaomi. Ультрашириком тоже. Ультраширик у Xiaomi работает в 4К, пусть даже 30 FPS, у iQOO в 1080p 30 FPS, и это прям очень сильно заметно, но в целом, вот, опять же, по качеству съемки на ультраширик, разумеется, и на основные модули, вы видели, что происходит с балансом белого у iQOO, выигрывает Xiaomi. Если, опять же, без сравнений, то все норм, но мы помним, что ценник одинаковый, плюс-минус, притом Xiaomi-шка это глобалка. Мне кажется, я еще нашел одну темную локацию, это 4К 60 FPS, которая у меня, правда, в 20 метрах, но я раньше здесь не снимал. И вот так вы сможете снимать в закате с этих двух смартфонов 4К 60 FPS. Насколько эффектно и эффективно, вам решать. Я, кстати, здесь обычно смартфоны топлю, но по мне очень даже оба неплохо справляются. Притом, может быть, в каком-то смысле даже, вот обратите внимание, с закатом лучше справляется X6 местами iQOO. Может быть, я не прав. X1. Да, почему-то мне ощущение, что Xiaomi чуть-чуть начинает подтормаживать. Может, повторяюсь, я не прав. В тех же условиях немного фронталки, 1080p и 4К. В движении, ну вы видите, как, если, как говорится, в сравнении, все познается в сравнении, фронталку у iQOO лажает, мягко скажем. Но усиление голоса включено, возможно, у него лучше микрофона, но не факт.
Здесь у нас Xiaomi без HDR, 4К 60 FPS, и вот так сможете себя снимать. Сейчас включу HDR. Ну вот для примера HDR 4К 30 FPS уже 30 FPS, и 4К 60 FPS это у Xiaomi, 4К 60 FPS у iQOO, ультраширик у Xiaomi. Вот так, такая разница, она есть. И фронталка. Но основная магия, разумеется, я говорю, преподносить смартфоны по железу. Я iQOO очень люблю. Но люблю я их в районе $2500. Хорошо, если тема с Infinix и Tecno не повторится, когда они вышли с Али на глобалку и все пойдет непонятно куда. Хотя, опять же, это не глобальный смартфон, и на него я надеюсь, что ценник будет адекватный. 4К 60 FPS, но это опять же надеюсь. На данный момент ценник тяжелый. Ценник такой же, как и на 14Т. 14Т это глобал. И почему я сравниваю эти смарты? Потому что ценники одинаковые. Я понимаю, что большинству продавцов iQOO или тех, кто на Авито будет их продавать, как и я, намного удобнее, если я буду сравнивать с 9 Pro Plus, Z9 Turbo iQOO или с Vivo еще лучше. Но это один и тот же концерн, или с Realme. Это все BBK. Их конкуренты прямые, это Xiaomi-то. В каком-то смысле, может, местами Honor, но я пока не знаю. Вот сейчас, кстати, обрывы у 14Т. В каком месте Honor может их ушатать в этой ценовой категории. То есть там только Honor 200, Honor 300, он еще не вышел на глобалку и не выйдет, скорее всего. И, в общем, если плюс-минус с одними возможностями, то такие смарты. И вот такая будет разница по съемке. По всему остальному можете посмотреть в роликах и для себя уже сделать выбор. Но то, что фронталка, конечно, отличается очень сильно, это факт. 4К 60 FPS, и вот так ночью вы сможете снимать на эти два смарта, можно сказать, стационарно. И нет, эта боль не прекращается, опять же, если вы смотрите, то, допустим, по мне, iQOO лучше справляется со светом здесь, с этими лампочками. Но в целом, конечно, он проигрывает. Хотя это, опять же, мое субъективное мнение. Допустим, с хорошо освещенными объектами лучше справляется все-таки Xiaomi. И фронталка 1080p 30 fps, 4К 30 fps. Та же локация. Наслаждайтесь. Ну что, 4К 60 fps основа, и здесь как бы все сразу понятно. iQOO с недостаточным освещением и Xiaomi с недостаточным освещением. Думаю, 15 секунд вам будет хватит вполне. И 4К 30 fps. Опять же, ультраширик отключен. Сейчас основу обоих. По идее, кому-то должно стать легче, но легче не стало. Это я про iQOO. Но если вы досмотрели до этого момента, это ультраширик 4К 30 FPS и 1080p 30 FPS, вы эпичная. Напишите, пожалуйста, в комментах, что вы эпичная, потому что мне надо знать, хоть кому-то нужны эти сравнения или нет. По статистике их смотрят только каждый пятый, и это в лучшем случае. И здесь абсолютно бесполезные фронталки. Ну, опять же, свет бьет в лицо, то есть света хватает. Дальше смотрите, как кто рисует или не рисует. Немного 4К 60 FPS с самолетом, буквально 15 секунд. И главное мне не получить за музыку что-нибудь там на ролик. И вот такие романтичные домики, я думаю, вы знаете их с обратной стороны. Так, ну все, штатная позиция еще одна, 4К 60 FPS, съемка с двух рук. И смотрите, даже елочку поставили. И вот так вы сможете снимать с iQOO и с Xiaomi 14T. Насколько эффектно и эффективно, решать вам. В целом неплохо. Ну и, разумеется, два ультраширика. Качество вы сами помните. Ну а если визуально вы видите разницу, то я вас успокою, я ее тоже вижу, притом довольно приличную. Вот это, кстати, это с фронта выглядит, никогда не подснимаю. И вот там пар. Еще фронталки чуть-чуть. Кратко, если не сравнивать, то все довольно смотрибельно. Если, опять же, правильно подбирать свет и все остальное, то тоже. Но я из тех людей, которые считают, что девайс в
350 баксов в 2024 году, в конце 2024 года, должен обладать определенными качествами. И от цены очень сильно танцует возможность. Neo 10 очень красивое название и цифра. И дизайн мне его нравится. Но будет ли он, по моему мнению, чем-то эпичным, вы узнаете в конце ролика. А сейчас вы просто можете оценить, что можно вытянуть с его съемки. Не скажу, что много, к сожалению. Но это вообще... Вот это уровень смартфона Redmi Note 13. Так-то. А это 10 тысяч. Так, ну и пример съемки в 4К 60 FPS. Так ни в коем случае помним не делать. Обе руки на руле, с остаточными явлениями не катаемся. iQOO Neo 10, еще будет 10 Pro, но по большому счету там просто проц другой. Но опять же проц другой, значит, по идее должен видео обрабатывать лучше. Не скажу, что меня впечатляет картинка, скорее разочаровывает, но опять же, что неудивительно ввиду того, что я уже его погонял, вы уже примеров видели достаточно. Но для чистоты эксперимента, учитывая, что мы чаще всего тестируем смартфоны в подобных условиях, можете сравнить с остальными. Так, там трафик большой, поэтому вырубаюсь. Так, ну и напоминаю, что у всего подобного у меня есть обзор одним кадром, такой же, как сейчас, только полноценный и без остановки. Вот сейчас усиление голоса я включил, X1, X2, максимум X10. Ну так вы играться не будете, но в то же время на фронталку, к сожалению, в 4К 60 FPS не переключиться. Сейчас идет 4К 30 FPS и все еще на фронталку не переключится. И в 1080p 60 FPS тоже. Знаете почему? Потому что фронталка в 1080p 30 FPS. И вот если ты уже в 1080p 30 FPS, можно и ультраширик, можно и фронталку. Вот. Вот вся разница. Но хотя бы уже потихонечку эта возможность появляется. При том, что вот 1080p 30 FPS, ощущение, что стабилизации нет никакой. Если идти даже плавно, все равно смарт колбасится. То есть нужно стоять, разговаривать, и тогда будет более-менее. Надеюсь, что при этом не влияет еще на съемку, нет рассинхрона со звуком. Потому что если есть, то это 2 раза печаль, 3 раза печаль и 333 раза печаль. Но, как говорится, будем надеяться, что это не так. Вот так ночью сможете снимать, фронталка нулевая. То же касается ультраширика. Если вы в недостаточном освещении будете пытаться на него снимать, то это куром насмех, бесполезное действие, но что есть, как говорится. 1080p 30 FPS, фронталка, и вот так сможете себя снимать с усилением голоса. Так, ну и напоминаю, что здесь есть 4К 60 FPS, X2, вот так отрабатываю. 1080p 30 FPS. Теперь начинаем с фотографий. Вот опять же контраста Xiaomi накидала по полной, у iQOO слишком бледно, у Xiaomi слишком контрастно. Если смотреть спеки, то разрешение плюс-минус одинаковое, основные модули, и смотрим по детализации, это всякие без RAW форматов, без ничего. То есть тоже плюс-минус здесь даже не одинаково, а по мне, вот посмотрите на человека. Или это что это? Не знаю, что-то оранжевое, непонятно, человек это или нет. И сразу станет понятно, где чуть-чуть, но лучше. Повторяюсь, чем разумнее подход к фотографии, тем чаще вы сами проверяете. Если говорить про общее ощущение от фотографии с, получается, основных модулей, с облаками лучше отрабатывает, несмотря на выкручивание контраста у Xiaomi iQOO, мне больше нравится. Ну и по мне натуральнее все это дело. Если говорить про песок и зелень, повторяюсь, что iQOO выкручивает цвета меньше и, соответственно, и шумов меньше, и детализация лучше. И понятно, что вряд ли вы все это будете кропать, но вот исходник вы смотрите этот и смотрите этот, впечатление намного приятнее от того, который не затемнялся сознательно Xiaomi-тами. Это опять же стоковая тема. Если говорить про неприятное, а это максимально неприятное, потому что это два у нас ультраширика, у Xiaomi 14T и у iQOO. Здесь у нас у Xiaomi поплыло все вот здесь, здесь у iQOO вроде бы норм, но шумов намного больше, точнее у iQOO. iQOO проигрывает в детализации при работе со светом, видите еще? То есть если брать вот эту фотографию, Xiaomi
конечно, испортила ее, по-другому не сказать, вот этим участком. Ну, с этим участком здесь ничего не сделаешь. С IQ можно еще поиграть. Опять же, может быть, вы бы и сделали, но вот этот непонятный туман, он похож как раз на обман, потому что ничего вы с ней не сделаете, с этой штуковиной. То есть, с одной стороны, мне фотография это больше нравится, но из-за этого куска я бы выбрал IQ. Здесь то же самое. Из-за того, что выкручивает контраст Xiaomi, я бы выбрал IQ. Здесь у нас, если брать по цветам, IQ не передает правильный цвет у коня, кстати. То есть, у коня ближе цвета именно у Xiaomi. Но... да, по цветам поплыл IQ здесь, вот именно в основном модуле. И в основном модуле здесь я бы отдал предпочтение Xiaomi и по работе со светом, и в остальных моментах. То есть, по большому счету, вывод можете сделать сами, а для меня вывод простой. Они близки, и что там нужно ручками что-то дорабатывать, что там. Больше возможностей, наверное, все-таки у Xiaomi-тов, но не факт. То есть все зависит от вас. Очень все близко, несмотря на убогую фронталку и ультраширику IQ. Но не так все просто. Вроде бы здесь у меня абсолютно УЗ-14Т. Вот, пожалуйста, вам спеки. Фронталка ушатывать должна IQ, но так же, как и с видео, IQ Neo 10 показывает очень даже неплохие результаты. Вот это вот все сглаживание у Xiaomi, по мне, не играет ему на руку. Да, у Xiaomi, если посмотреть, может быть более художественная картинка. Да, у Xiaomi более реальная картинка, и по цветам в каких-то местах тоже лучше. Но я бы выбрал точно IQ, несмотря на динамический диапазон позади, то, что хуже, и все остальное, потому что с IQ мне ничего не надо было бы делать. А с Xiaomi, хотя вроде бы все круто, я бы так фотографию не оставил по многим причинам, потому что у меня есть ощущение, что он все сглаживал, и слишком он сгладил, хотя была отключена функция улучшения изображения. Если говорить про ультраширики, я очень люблю говорить про ультраширики, потому что они всегда мракобесные. Так вот, мракобесный ультраширик у Xiaomi намного, наверное, все-таки намного не отличается от мракобесного ультраширика от IQ. Если мы обратим внимание, допустим, на работу со светом, либо Xiaomi не повезло, и видите, он здесь поймал довольно большой источник освещения. Либо мне кажется, что это не невезение, а вот просто он так отрабатывает с источниками освещения. То есть по ультраширику, по мне, вот конкретно в тех сценариях, что я тестировал IQ, можете исходники опять же у меня скачивать, IQ справляется лучше. Вот просто тупо из-за того, что он лучше справляется с источниками освещения. Вот и все. По поводу цветов и всего остального, плюс-минус одинаково. Не сказал бы, что кто-то там мало красит. Этот слишком приукрасил, этот сделал слишком бледно. Кто знает, как флаг выглядит Таиланда. Вот примерно он посерединке, что-то между этими двумя фотографиями. И берем два основных модуля с водичкой, как говорится, эквивалент 23 мм, эквивалент 23 мм с IQ. По работе со светом, обращаю внимание, вот опять, IQ отработал, да, с цветами, может быть, не совсем угадал, но отработал. А Xiaomi не смог. Барабанная дробь почему? МТК или потому что они забили, потому что уже достаточно продали? Я не знаю. Так что я говорю, на поверхности вроде бы кажется, вау, Xiaomi, но такое ощущение, что они все время с фильтром пытаются снимать, хотя здесь все в стандарте. У IQ намного натуральнее цвета, хотя тоже отличаются от реальности. И намного лучше работа со светом и днем тоже. Вот и вся история. И это очень странно. Повторяюсь, исходники в личной телеге. Минусы: пластиковая рамка, нет мини-джека, нет 20-го бенда, нет беспроводной зарядки. Хотелось бы 4К для фронталки. Когда мы гоняли его в играх в том же Warzone, у него FPS прыгало очень прилично. И тач был не волшебным. То же самое касается Геншина. То есть, скорее всего, если вы заядлый игрок и хотите играть часами, вам понадобится кулер. Вау-эффект у меня есть, но он нивелирован, как я скажу в конце, курсом доллара. Вот и все. То есть, так бы мы получили смартфон за 300 баксов уровня смартфона за 600. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Огромное спасибо за просмотр. Если хотите, чтобы я покупал такие китайские смартфоны и обозревал их по полной, то не забывайте писать что-нибудь в комментариях. Ободряющее желательно. Знайте, вы помогаете проекту. И резюмировать я бы хотел, как всегда, максимально долго и мучительно. Смотрите, чего здесь не хватает до флагмана. Процессор старый, флагманский, 8 Gen 3 старый, но отличный. То есть его мощности хватает на все. По поводу внутренней памяти, что-то они нахимичили с обещаниями, потому что не похоже, что она такая, как они обещают. По поводу
Защита от влаги ее нет, это плохо. Если говорить про еще какие-то отсутствующие элементы флагманов, здесь нет, разумеется, беспроводной зарядки, здесь не металлическая рамка, здесь не флагманские какие-то камеры, нет телевика и много всего нет. И если говорить о тяжелых играх, к сожалению, он справляется пока не волшебно, нужно на него вешать кулер. Но в то же время это устройство, по мне, чуть ли не великолепно с точки зрения цена-качество, именно соотношения этих элементов. Но здесь нет 20-го бенда. И когда мы в $300 говорим, что вот 300 баксов у нас есть этот телефон, я не зря его сравнивал с Xiaomi 14T, который является глобалкой. У нас есть еще Poco F6, допустим, который является глобалкой, он чуть дешевле, чем 30-ника. Если вам не нужны камеры, то почему бы не посмотреть на них? И да, я вспоминаю его конкурентов. Почему? Потому что большинство говорит, а почему не iQOO Neo 9s Pro Plus, а еще какие-нибудь 50 слов туда добавьте. Да, у iQOOшек много копий, да, у них вроде бы все хорошо. Но вот для примера, я заказал, раньше был один большой концерн, Realme GT Neo 7. И что мне сейчас пишет продавец? Нужно его разблокировать. Вот Neo 10. Когда iQOO начнут блокировать свои китайские смартфоны, это вопрос. И не окажется ли какой-то из вот этих моделей, которая счастливым лицом рассказываю вам, вау, как круто, народ накупит, и не окажется ли она заблокированным, я гарантии не дам. Почему? Потому что Vivo и iQOO свои смартфоны не блокировали, раньше они были в концерне BBK до 23 года, потом он распался. А Realme, Oppo и OnePlus до сих пор китайские версии блокируют. То есть их надо разблокировать перед покупкой, если вы покупаете китайца. Это огромный минус. То есть минус это 20-й бенд, минус полная защита от влаги отсутствует какая-то вообще, считайте. То есть даже за 3 секунды вода внутри, все. Агрегация частот у китайца она другая. Разумеется, отсутствие eSIM, разумеется, беспроводная зарядка, и мы уже спускаемся с небес на землю. Это хороший смартфон, его стоит рассматривать покупки из-за обходной зарядки. То есть, если вы рассматриваете смарт, вот этот конкретно, почему его стоит брать? Потому что обходная зарядка есть. То есть, за эти деньги, с таким процессором, с таким экраном, с такими возможностями и приличными камерами, нет ничего. Повторяюсь, в играх все равно Touch вел себя не очень хорошо. В PUBG все равно 120 Гц до сих пор нет. В Геншине залипал Touch. В принципе, хотя яркость, кстати, он за полчаса у нас не сбросил, в отличие от некоторых смартфонов. От Realme GT 7 Pro, которые стоят космос просто. Так что, надеюсь, что он у меня не погибнет. Вам я дал пищу для ума. Пишите в комментах, общайтесь по поводу того, стоит его брать или нет. Кто делает какие выводы. Я, можно сказать, делаю все обзоры на все айкушки, их покупаю, потом продаю. Neo 10 Pro тоже будет на канале. Снимает он неплохо, прям неплохо, если приноровиться, будет снимать на уровне Xiaomi 14T легко. Возможность блокировки все равно нависает, пусть она и нависает годами. И агрегация частот, помним, и отсутствие 20-го бенда. Вот максимально вам обрисовал. С айкушками очень советую познакомиться. Но, разумеется, не в глобальных ценниках, потому что за какие деньги они продают глобалки, это бред. iQOO 13 обзор уже на канале китайской версии. Глобалку увидим, сколько стоит 17 числа. И потом я выгружу на iQOO 13 обзор одним кадром. Как раз 17 числа, уже отталкиваясь от того, сколько они хотят за глобалку. Если больше 90 тысяч, они, как всегда, подумали, что всех купили, и все у них получится. iQOO, как и Realme когда-то, это хорошо за свои деньги. И вот сейчас за свои деньги этот аппарат неплох. Но не идеален, потому что конкуренты есть. В целом, альтернатив всегда море. Главное изучать, смотреть. Огромное спасибо, что посмотрели. Пишите в комментах, на что еще сделать обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья.